Настоящее воплощение мужества и бесконечной силы. Вместе они преодолевают самое сложное испытание. Но иногда жизнь буквально сталкивает их лбами, и за право победить приходится платить высокую цену. Кроме того, за их перемещением всегда наблюдают голодные соседи, которые только и ждут подходящего момента. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – благородный олень. Благородные олени – довольно крупное животное, которое обитают в Европе, Азии и даже Африке. Кроме того, североамериканские вапити также считаются одним из подвидов. В зависимости от места обитания, взрослые самцы могут весить свыше 300 кг и иметь длину тела более 2,5 метров. Потребляя до 10 кг растительности в день, эти животные перемещаются в поисках свежих пастбищ, и их пути пересекаются со смертельно опасными хищниками. Учитывая размеры, у взрослых животных не так много врагов, и наибольшую опасность для них представляет волчья стая. В начале зимы копытные еще полны сил, но с течением времени жировые запасы истощаются, а снег становится все большим препятствием. Поэтому волки используют особенности стихии в свою пользу. Первым делом хищники наблюдают за стадом и выбирают наиболее слабых. Затем пытаются отделить их от остальных. Однако даже в этой ситуации длинноногие копытные могут с легкостью ускользнуть, особенно когда глубокий снег сочетается с горной местностью, что становится слишком сложным для погони. Но зачастую тяжелые рога усложняют побег, и насколько бы ни был выносливым олень, хищники успешно реализуют тактику. Используя протоптанную добычей тропинку, атакующий не отстает от беглеца, а напарники обступают с боков, контролируя ситуацию и готовясь в любой момент подменить нападающего. Но у, казалось бы, обреченного оленя есть свои трюки. Используя длинные ноги, он находит спасение в воде. Зимой волкам не хочется мочить толстую шубу, в то время как олень за счет особой системы кровообращения может часами держать оборону в ледяной воде. У хищников нет столько времени, и они оставляют часового. Однако молодой охотник вряд ли остановит рогатого исполина, который готов постоять за себя. Превосходящие размеры и тяжелое оружие обращают хищников в бегство. Однако с приходом подмоги олень вновь вынужден занять привычный водоем, где он продолжает испытывать терпение противников. В конце концов, гиганту удается покинуть опасную зону, поэтому даже загнанный в угол он все еще может остаться в живых. Вода становится спасительной не только зимой, и забег в подобных местах не самая сильная сторона хищников, ведь длинные ноги копытных обеспечивают неплохую подвижность даже там, где волкам приходится пускаться вплавь. У детенышей гораздо больше естественных врагов, в том числе голодные бурые медведи. Но уже с рождения малыши обладают неплохими беговыми навыками. Однако не только бегство помогает им выжить. В опасные моменты они могут искусно затаиться, пока мать отвлекает внимание на себя. Маскировку малышей дополняет почти полное отсутствие запаха. Такой механизм защиты превосходно работает против обладающих острым чутьем хищников. Малыш может сохранять неподвижность часами, и даже назойливые насекомые не вынудят его пошевелиться. Лишь с приходом матери он покидает свое убежище. Экстремальные ситуации толкают оленей на отчаянные поступки. В поисках спасения теленок пытается примкнуть к стаду бизонов. Для столь сильных гигантов волк-одиночка не представляет опасности, но в первую очередь животные думают о своем потомстве, и им совершенно не нужен чужак. Поэтому самые сильные выгоняют беднягу прямо в сторону хищника, который только и ждет подходящего момента.
Олень не собирается сдаваться, но бизоны лишь усиливают атмосферу враждебности, и тщетные попытки примкнуть к стаду оборачиваются настоящей трагедией. В диком мире каждый сам за себя, и разгневанные копытные лишь упрощают волку задачу. Взрослые самцы – обладатели одного из самых удивительных головных уборов. Увеличиваясь до 2 см в день, рога являются самой быстрорастущей костью известной науке. Большую часть года самки с подрастающим потомством держатся в стороне от самцов, которые в свою очередь могут образовывать холостяцкие стада. Но с приближением осени каждый из них становится сам за себя. Наступление брачного периода знаменуется пронзительным ревом, который имеет важное значение. Даже не видя оленя, самки могут составить о нем представление, и наиболее голосистые имеют больше шансов на успех. Но протяжный зов притягивает не только самок, и осенью лесные поляны становятся полем битвы, куда сходятся претенденты на звание сильнейшего. Каждый из них помечает территорию собственным запахом и грозными отметинами. В такие моменты от рогатых гигантов лучше держаться подальше, ведь из-за избытка гормонов олень может атаковать не только себе подобных. Наконец, ветвистые рога самцов сцепляются, и задачей каждого становится оттеснить соперника, чтобы запугать его и показать свою силу. У самцов нет цели ранить друг друга, однако избыток тестостерона оборачивается ожесточенными боями, в ходе которых каждый может получить тяжелое увечье, и если вовремя не остановиться, нанесенные рогами травмы могут привести в том числе к смерти. 1,5 месяца бесконечных сражений изматывают даже самых сильных и выносливых. За передачу генов олени платят невероятно высокую цену. Порой запасы энергии истощаются настолько, что следующая зима становится для животных последней. Лишь ближе к 6-летнему возрасту олени могут претендовать на лидерство, но замашки на роль альфа-самца проявляются с первых лет жизни. На протяжении веков главным врагом благородных оленей был и остается человек. В отличие от волков, он лишает жизни самых больших и приспособленных особей. К тому же, завезенные людьми на другие континенты, животные вредят местной экосистеме и вытесняют коренных обитателей. Во многих местах численность оленей заметно снизилась, но в отдельных регионах эти величественные создания процветают. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!